рамках подготовки нашего путешествия в Киеве мы зашли на сайт туризма Турции, чтобы узнать, или можно в Турции останавливаться без предназначенных кемпингов, то есть просто дикарем в палатке. Там была статья, что дикий кемпинг приветствуется в Турции, которая нас очень обрадовала и воодушевила на поездку. И там фотки были, которые как бы показывали примеры. И там несколько фоток было, и одна фотка была, которая нам как бы, мы ее просто увидели, и она нам запала. И поставили палатки, и тоже ходим и говорим, вот это место больше всего похоже на то, которое я ожидал. Что я вот как подумал про юг Турции, на самом деле думая про ту фотографию, говорили, вот это место четко похоже. Тут есть и лес сосновый, и море, и горы вот там вдалеке. Пожалуйста, покажите, оператор. Сейчас человек проходит, покажите вон там. Горы вдалеке. Короче говоря, ну все, уже достаточно, давай на меня. Быстро, не быстро дальше, мы же не по телевизору показываем, можно быстро дергать. Короче говоря, после того, как мы тут переночевали пару дней назад, мы потом были в интернетах, и мне интересно было, я пошел на тот сайт, еще раз посмотрел, и что вы думаете? Вот получается та фотка, именно та фотка, она подписана Кияка, которая вот здесь рядом, и та фотка снята отсюда, вот с этим деревом и с тем деревом. И мы первые в тот день поставили палатки прямо в этой фотке, прямо там. Причем, это забавная история, но это просто случайно получилось. Во всей Турции мы попали именно на это место. И ну, большая как бы галявина. И есть здесь много людей останавливается. Но мы остановились просто тоже так случайно, выбрали именно в этом месте фотки. Вот такой забавный факт. Это история из рубрики «Невероятное, невероятно». А еще шутка. Ну не шутка, смешной еще факт. Вот и я. Смешной еще факт про это место. На сайте эта фотография помещена под статьей «Дикий кемпинг приветствуется в Турции». Здесь на въезде на эту площадку стоят таблички «Не ставить палатки», которые редко где здесь стоят. Что ты дергаешь телефоном? Киваешь? Так ты кивай головой, не телефоном. Ты что? Так. Ну, короче, что, есть что, давай тебя? Я пошел. Ты киваешь-то. Все, как бы, мы уезжаем отсюда. Но они уезжают, а я остался. Чтобы заснять Cinematic View. Как будто мы все вместе уезжаем. Сейчас они завелись, сейчас поедут. Я пока жду. Потом мы вырежем, вставим. У меня руки, судя по всему, в сосновом меде. Сосновом меду. Сосновом мде. Все. Типа такие раз, уезжаем. И, ну, чтобы понятно, чтобы не было резких переходов, чтобы понятно было, что происходит у нас в истории. Постояли, поехали. Что не видно? Я поулыбалась дядьку, этому старому. Все нормально, Сань. Здорово. Короче, не помещаешься, Саня. Чего ты? О. Так... Все. Хочется сказать, что вот у Наташи много хороших качеств. Но в данный момент хотелось бы заострить внимание на одном из них. Наташа в совершенстве владеет турецким языком. Вот, пожалуйста, продемонстрируй нам. Türkiye çok güzel, çok tatlı, çok enteresan. Ama herkes buraya geliyor. Biliyorum ama... Ну все, хватит, достаточно. Мы как бы не понимаем. Gelmeye burası. Gelmeye. Успокойся уже. Я думаю, что этот скилл Наташи нам очень поможет в стране. Особенно если учесть, что здесь так много людей понимают турецкий язык. Вот, например. Ты, Саня, так едь, чтобы оно не тряслось, пожалуйста. Да, остановиться. Знаешь, если надо, то лучше остановиться.
уже, блин. Ну так не снимай сейчас. Людям смотреть это, понимаешь? Не время. Потом. Не время. Не нам указывать, когда людям смотреть. Не время. Понимаешь? Ну нет, Они, не может, получается. Кушают. Или Во, а что ты раньше сюда не послал? Или сидят Смотри, в как офисе, удобно. или спят. неважно. Все, мы Если не указатели люди людям. спят, им же неудобно когда- смотреть. Что, мы все вместе будем кричать сейчас? Конечно. Ну У давайте. каждого свое мнение. Сейчас еще Наташа придет. Вот, а что вы молчите? Говорите, когда мы придем. Ну, вы сказали, когда мы... Мы приехали в каньон. в Саклыкент каньон, да, это в Турции. Пошли. Пошли. Начало каньона встречает хорошо. Многообещающе. Вот написано: пожалуйста, не кормите пингвинов. Никто не кормит. Забавные они, да? Угу. Копошатся, очереди. копочат, да, как будто что-то там им надо. Там просто на водопой пошли, вон, фоткаются. Ну что мы можем сказать? Вода тут просто леденючая. Ледяная. Но очень интересно. Лето, наверное, вообще самое оно, когда на улице плюс 40-50, то и выше. Так плюс 40-50, то и выше. Возможно, камера все и не передает, конечно, но... Пальцы платят кадры. Крикни Повторяешь. какой-то эхо, типа. Класс. Ты видишь как? Вот камера не передает высоту все, но, конечно, здесь очень высоко. Вот я не достаю до верха, нет. Вот вообще нет. Вот смотрите, какой человечек маленький идет на фоне Для всего. примера, да, Наташа, Да, вот вот. 2.10. И вот на фоне нее вот высота. Вообще, конечно, да. Метров 5, наверное. Больше даже. Если дальше идти вглубь, ущелье сужается. Ущелье довольно-таки длинным оказалось. Очень интересным. И чем дальше, тем более невероятные места. Место ущелья, где все решают развернуться и уйти обратно. Возможно, там самое интересное. Хочу, что я все-таки запишу видео на 1 миллион просмотров. Поделитесь фотками, чтобы мы туда не лезли. Вот фотоаппарат. Я просто погулял, посмотрел. Ну что там? Красиво, красивый маршрут дальше идет. Там выходит куда ущелье, вот за скалу и дальше. Причем там чуть-чуть по сторонам, а так коронная дорожка идет вообще идеально. Там целая тропа, то же самое ущелье такое же идет. Если в конце там они водят куда-то или купаться, или что-то красивое. Ну вот что-то интересное есть. Да нет, я вот на Митиген пришел, а они начали ныть, никуда не закапывать, как бы, идем домой. Погуляли. А где эти нытики? А вот, да. Обиделся, пошел, короче. Сам я обиделся. Воду оставь, псих! Ну, такое, как бы. Динамика поменялась немного. Как бы герой в акте героизма застигнут.
я думаю, все будет нормально. Не, ну еще чуть-чуть надо немного поговорить. Уже стемнело. Мы все еще идем по этому чудесному каньону. Ребята до сих пор ссорятся. Не, ну как, они не ссорятся. Они... Ну, грязь. Они говорят, что они не ссорятся. Так что все нормально. Я подготовился к походу в каньон. Надел кепку. Взял очки. Все самое необходимое для похода в каньон. Тут везде тень. И надел специальную обувь. Мы вышли с этого прекрасного ущелья холодного. Тут жара. Саня уже говорит. Теперь ты говоришь. Очень жарко. Построились эти разговорчивые. Не ты, Саня. Да, сейчас будет по очереди все рассказывать. Наташа первая. Тут очень жарко, там было Тут холодно. очень жарко, там было так хорошо, а тут очень... Ну, короче, как только вышли, очень Как жарко. Очень чувствуется сразу перепад температур. Потому что там было комфортно и свежо, а тут сейчас очень жарко. Сейчас будем тебе показывать. Ты же не знаешь, что в Турции вот есть Кöyceğiz. Кöyceğiz. Мы тут знаем кафе, ресторан. Нас там уже тоже знают, наверное. Уже сколько вы раз там были? Мы там уже, если бы мне каждый раз, когда мы там обедаем, давали 1 лиру, у меня было бы уже 2 лиры. Мы его нашли случайно, и теперь каждый раз, когда тут проезжаем, мы там, ну как каждый раз, специально сюда едем, если честно, обедать. Там недорого и вкусно очень, да? Очень вкусно, да. И там мы можем показать, что нам надо. Сервис там, тавук. О, вот и мы и приехали. Достлар. Достлар это Вот, не, друзья вот называются. это. А лезет софрасы. Это Софрасы. в переводе называется вкусная скатерть. Этот донор можно в лаваше Да. можно кушать в хлебе, а можно Да. кушать сервисом. Да, мы кушаем с сервисом. Мы в других местах кушали лаваши, а сервис нам понравился больше всего. Вот, как бы так. Çok teşekkür ederiz. Pardon, siz de biber tuşu var mı? Çok teşekkür ederim. Нифига себе, я это не съем. Начали. Вот как вкусно. Вот название. Лезет софрасы. Если вы, например, едете из Мармариса в... Куда? Из Мармариса куда тут можно? Даламан, допустим, или, допустим, Лазурная, на южный берег Турции, ЮБТ, так сказать. Тут, вот тут, возле поселка как? Кöyceğiz, в поселке Кöyceğiz. Можно остановиться и покушать шикарно. Сейчас мы идем в Мармарис со специальным заданием. Нам нужно выяснить, почему город Мармарис находится на Эгейском море, а не на Мармара море, мраморном. Потому что Мраморное море сверху, Ну, а Мармарис снизу. правильно. Почему он должен быть на Мраморном море, если он на Эгейском море? Потому что мраморное море называется Sea of Marmara. Мармара и Мармарис. Ну что видно?
Я говорил, тут есть кабаны. Здорово. А что, ты не спустишься? Кабан. Ну они ж ездят, смотри какой. Ну он здоровый. Не знаю, второй передает, наверное, видео. О, на Артема посмотрел. Как-то не... Пофиг ему все на всех. Ну, ладно, не буду требовать его местных жителей. Все, пошел спать. Ты живой? Ты двигаешься? Спортсмен. Голову поднять есть силы? У тебя лапки есть? Ты ежик, эй. Ешь. Ого. Ого. А ну, хочешь я по животу почешу? Это беременная кошка. Да ну, не знаю. Ай. Не трогай. Кабан. Это мягкая игрушка. Класс. Смотри, вот так вот смотришь, вроде как бы нормально, да? Вроде нормально. Но фокус в чем? Понимаешь, наверное? Давай, дай кот. Вот так вроде нормально котик, да? Ну, смотри, красивый, котик. Но секрет в чем? А вот в чем. Ну ладно, спи.